Всех приветствую на своем первом видеоролике, рад вас здесь видеть, и давайте без лишней воды приступим к обзору на всех призываемых существ в Baldur's Gate 3 и составим тир-лист по ним. Приятного вам просмотра. И, пожалуй, начнем мы с заклинания «Призыв фамильяра», которое, кстати, доступно многим классам. Давайте призовем сначала крысу и расскажу о ней поподробнее. Абсолютно бесполезнейший фамильяр, который вам, в принципе, никогда не понадобится. Не призывайте крысу. Давайте дальше. Следующая у нас на очереди кошка. Кошка тоже, в принципе, ничем выдающимся не отличается. Кроме того, что может отвлекать врагов на себя, но очень-очень ситуативно, поэтому тоже не берите ни в коем случае. Далее у нас краб. Просто, очередное бесполезное существо, которое тоже не советую вам призывать. Все его скиллы вы можете видеть на экране. И мы переходим дальше к более полезным призывам от этого заклинания. Эту рофло-лягушку мы сразу пропускаем, потому как кроме мемного вида она ничего не имеет. Поэтому переходим к ворону. Ворон реально полезный призыв. По сути, у него 1 хп, но это нам вообще не мешает, потому как по нам могут банально промазать. Что особенного есть у ворона? Это ослепление. Ослепление и его полет. Полетом вы можете долететь буквально до любого врага и создать преимущество вашим персонажам, которые будут по нему стрелять, колдовать и так далее. В общем-то, очень полезная вещь. Так что ворон это must-have, обязательно берем. Ну а следующий призыв, тоже не менее полезный, это паук. Паук у нас имеет целых 6 хп и еще может отравить нашу цель. Но еще про передвижение. Он очень далеко прыгает. То есть буквально этот прыжок у него как полет у ворона. Я думаю, мы что-то слишком увлеклись рассматриванием первого заклинания, так что давайте сделаем по нему вывод. На начальном этапе игры оно достаточно полезное, но потом, естественно, теряет свою актуальность, и поэтому только тир С. Или ранг С. Ставим его сюда и быстрее идем дальше, чтобы не терять времени. Ну а следующие призываемые существа у нас даются колдунам на 3 уровне. А точнее, нам дается улучшение нашего предыдущего заклинания призыва. В нашем распоряжении появляется бес и квазит. Давайте сначала поговорим о бесенке. И в принципе для 3 уровня у него достаточно хороший урон. Ну а также есть невидимость, которая вам вряд ли когда-либо на нем понадобится. Но может быть... ладно, пусть будет. У него есть неплохие сопротивления. ХП достаточно мало, но... он все равно лучше квазита. Давайте тогда сразу переходить к квазиту. Квазита не берите, вообще не советую. По статам вы можете сами сейчас видеть на своем экране, что да как у него. Но по его умениям, по скиллам, к сожалению, он очень слабый. У него очень маленький урон, ну а также есть ненужный абсолютно испуг, которым он никого не может напугать. Ну и та же самая невидимость. Так что берите бесенка и не прогадайте. Ну и давайте поставим их в нашем тир-листе на свои места. Следующее заклинание также на 3 уровне мы можем получить уже за следопыта. В подклассе Повелитель зверей. У этого заклинания есть 3 уровня прокачки. На 5 уровне и на 11 уровне вы можете его усилить. Ну, точнее, оно автоматически усиливается, как только вы получаете эти уровни. Давайте начнем, наверное, с медведя. Из всех призываемых животных медведь, наверное, самый полезный. С этим заклинанием все не так однозначно, как с самым первым рассматриваемым. Так как тут все призываемые существа хороши по-своему. И давайте сейчас начнем с медведя. Медведя я люблю брать. Сейчас вы можете видеть статы медведя на ваших экранах, которые у него есть на 3 уровне. Особенность медведя в том, что он
спровоцирует врагов атаковать именно его. И все, кто не пройдут проверку этой провокации, будут его, естественно, атаковать. Что также можно подметить, так это огромное количество ХП данного медведя. То есть медведь у нас выступает в роли некого танка. Ну и также на экранах вы можете видеть, насколько он будет силен в дальнейшем. Из главного к 5 уровню у вас появляется возможность обезоружить вашего врага. Ну и, естественно, повышаются характеристики. А к 11 уровню вы уже можете поднимать своих союзников. Ну, вообще, эта способность добавляется на 6 уровне. Но к 11 уровню она у вас, естественно, уже будет. А также добавляется способность вызвать еще одного медведя. Еще одного медведя 5 уровня. Ну а теперь кратенько про оставшихся кринжиков. Волк пытается наносить урон, и вообще он, скорее всего, и создан только для того, чтобы вносить урон. Но после 3 уровня он перестает справляться со своей прямой обязанностью. Так что ни в коем случае не берем волка. Что у нас насчет паука? Паук — это скорее увеличенная версия нашего первого вот призыва, который мы рассматривали в виде маленьких пауков. Так что это просто его, можно сказать, старший брат, который, ну, не блещет какими-то супер отличиями от своего младшего брата. Что этот паук умеет? Да, новые способности в виде кокона, в виде паутины, но это все фигня полная. Переходим к ворону. Ворон. Та же самая улучшенная версия своего младшего собрата, которая, в принципе, отличается от своего младшего собрата только тем, что у него появляется дистанционная атака, и все. А также он может призывать этих своих младших собратьев. Ну а зачем? Зачем их призывать, если у нас есть уже для этого отдельное заклинание? Ну и давайте перейдем к кабану. Он пытается, очень пытается перевернуть своих врагов. Но у него это очень редко получается. В принципе, не бесполезный призыв. И я его даже могу посоветовать, но опять же на начальных уровнях. Да, потом у него появляется ярость. То есть это, можно сказать, кабан-варвар. Что можно в заключении сказать по этому призыву? Рекомендую, в принципе, всех животных, кроме волка. Так что это просто хорошее заклинание, и переходим дальше. А далее у нас заклинание «Призыв лесного существа». Естественно, оно призывает наше лесное существо, которое имеет неплохие статы, неплохие способности, а также получается оно у нас на 6 уровне друида. Либо на 7 уровне друида споры, подкласса споры, но вместе с ним тогда вы получаете и наше следующее заклинание, которое мы будем рассматривать. Ну а что насчет этого? Вы призываете лесное существо, которое умеет замедлять врагов, которое имеет какие-никакие хилки в кармане, ну а также наносит неплохой урон, ну, можно было бы и побольше. Но самое главное, что делает данное лесное существо, так это призывает второе лесное существо, которое будет сражаться за вас. Да, вы не ослышались, у нас тут призыв в призыве, так скажем. И это наше второе призываемое существо. Оно, наверное, даже еще лучше предыдущего, так как имеет большее количество ХП, восстанавливает свое здоровье, если стоит на специальной поверхности, ну а также имеет неплохие сопротивления. Так что, ну, этот призыв, я думаю, вам точно стоит рассмотреть как одно из основных, которое вы будете все время использовать, потому как все-таки на 6 уровне или хотя бы на 7 это очень хорошее заклинание, которое вам, ну, в принципе, я думаю, всегда пригодится. Так что, без лишних слов, давайте перейдем к следующему и посмотрим, чем они отличаются, потому как они, в принципе, даются вам на одном уровне.
С помощью заклинания «Призыв малого элементаля» мы можем призвать 3 существ на выбор. Ну а точнее, наше огненное существо призовется в одном единственном экземпляре, и если мы хотим призвать второго, то нам придется потратить 1 ячейку заклинания. Но со снежными и грязевыми элементалями работает немного по-другому. За 1 ячейку заклинания призывается сразу 2 элементаля. И давайте рассмотрим их по отдельности. Огненный элементаль Эйзер отличается своей бронированностью. Ну а также, так как он имеет молот у себя в руке, ему доступны такие заклинания, которые могут ошеломить врага или нанести ему урон этим самым оружием. Данные заклинания вы можете видеть у себя на экранах. Достаточно сильный призыв, но единственный его минус в том, что, к сожалению, он призывается в единственном числе. И я считаю это неким недостатком, так что давайте рассмотрим следующих элементалей. Ледяные мефиты у нас призываются сразу вдвоем, что не может не радовать. Самое главное их преимущество в том, что у них есть сильные дистанционные атаки льдом. У них есть некоторые сопротивления, да и вообще достаточно универсальные бойцы могут и пожертвовать собой, когда выдастся момент. Так что я считаю этих элементалей намного лучше, чем прошлого одного и последующего. Вот к последующим грязевым элементалям мы сейчас и перейдем. Ну а грязевые мефиты, что ничем особенным, к сожалению, похвастаться не могут. Ну, по рофлу вы можете вызвать этих глиномесов, но я не знаю. Я думаю, не стоит. Что можно сказать о них? У них, в принципе, неплохие статы. Ну, если хотите покидаться грязью, кого-то обливать, обкидать и тому подобное, тогда вам стоит их вызвать. Но по другому поводу я не вижу смысла. Так что давайте перейдем к следующему призыву. Заклинание «Призыв элементаля», наверное, самое большое по выбору призываемых существ. Тут нам на выбор целых 8 существ, и давайте начнем с элементаля воздуха. Элементаль воздуха у нас обладает мощными ударом, громом и молнией. Ну а также имеет просто превосходную мобильность, и вы в принципе можете телепортироваться в любую точку вашего поля боя. Ну, радиус просто огромный. Также по статам у него все просто прекрасно. И я могу рекомендовать этого элементаля. Давайте переходить сразу к следующему. Что у нас насчет элементаля огня? Ничего, в принципе, необычного нет. Есть только одно сопротивление огню. Ну, а также из хорошего это дистанционная атака мини-версии фаербола. Вот это прикольно. Все остальное, в принципе, все то же самое, что и есть у элементаля воздуха. Только не такая жесткая мобильность, потому как у элементаля воздуха было целых 2 заклинания на то, чтобы куда-то переместиться. Переходим дальше. Следующий у нас это элементаль воды, ну а также забыл упомянуть, кто в целом может изучить данное заклинание. Данное заклинание могут изучить волшебники на 9 уровне, ну а также друиды также на 9 уровне. Что можно сказать по элементалю воды? В принципе, ничего необычного в нем нет. Единственное, что повышенный урон у нашей мультиатаки, ну а также некоторые заклинания удара льдом. Поэтому переходим сразу дальше. Что у нас можно сказать по элементалю земли? Так это очередной танк. Имеет очень красивые по исполнению заклинания. Вы их можете видеть на своих экранах. Ну а также это последний элементаль, который вы можете призвать на 9 уровне этого заклинания. Чтобы получить следующие 4 призываемых существа, вы должны повысить уровень, в принципе не бесполезный, но класс брони желает оставлять лучшего. У него просто много хп и красивые удары, вот и все. Переходим к следующим. Следующий элементаль у нас водный элементаль здорового человека, не курильщика, как было до этого. У данного элементаля есть хилка, огромное количество хп, да еще и способность, которую вы можете зарядить сразу по 3 целям. Это прям очень круто, так что, ну, определенно очень хороший элементаль. Естественно, тестируем мы его на стариках и детях. Ну а мы приходим к следующему элементалю.
Данный элементаль земли мне уже не очень-то нравится, хоть он и более танковый, может увеличивать свой класс брони до 20, но все равно внешний вид мне его не очень-то зашел. Ну а также его заклинания. Заклинания очень слабые. Ну, кроме того, естественно, которое повышает наш класс брони до 20. Все остальное, ну, такое. То есть, если хотите еще одного танка, то окей. Я бы его брать не стал. А вот кто вам точно понравится из-за внешнего вида, так это точно вот данный огненный элементаль, который супер похож на Саурона. Вы просто посмотрите на это. Это одна сплошная отсылка на «Властелин колец». Так что вообще не важно, какие у него тут способности, что он умеет делать. Сам по себе он очень круто выглядит, так что если хотите, просто берите его. Особенно очень круто будет смотреться, если у вас огненный маг будет. В общем и целом, берите, не пожалеете. Единственный его минус это в том, что он может впадать в какое-то непонятное состояние, из которого выходит целый ход. Но его внешний вид стоит того. Даже не хочется переходить дальше и подольше посмотреть на него. Но нам придется. Ну и последний в данном заклинании элементаль — это улучшенный дух воздуха. Что можно про него сказать? Это просто улучшенная старая версия элементаля воздуха. Вот и все. Он стал лучше, он стал больше дамажить, и он получил больше хп. Ну вот и все. Отличный элементаль, берите. Ну а перед тем, как мы снова перейдем к нашему тир-листу, чтобы расставить предыдущие наши заклинания, мы сделаем еще один призыв. И это у нас дьявол, которому больше бы даже подошла музыка из Дума, но я ее тогда вставил, потому что авторские права на «Властелин колец» меня бы все-таки съели. Тут все-таки музыку из Дума вставлять не будем. Урона он вносит очень много, но это 11 уровень, а по сравнению еще и с другими, которые мы будем рассматривать далее, он даже очень слабенький. Но выглядит он круто, демонстрацию всех способностей вы можете видеть на экране. От себя его не советую, потому как далее мы познакомимся с более интересными призывами. Далее, как ни странно, у нас подобие ангела, и тут уже просто ошалеть какой урон. Ошалеть какое хп. Ну для 11 уровня, я думаю, все равно что-то маловато. Но пойдет. Урон хороший, внешний вид хороший, и этого достаточно. Но я думаю, недостаточно для 11 уровня. 11 уровень у нас. Есть хилка, есть полет, есть сильные удары. В принципе, есть все. Он лучше, чем прошлый призыв, но мне все равно этого недостаточно для 11 уровня. Но этот призыв оправдается за всех своих дефектных собратьев. Джин, отличное хп, отличный урон, превосходные заклинания, которые будут вам очень полезны даже на 11 уровне. Вы можете выталкивать врагов, вы можете обездвиживать врагов, вы можете все с этим джином. Он очень полезный. Кстати, вы можете посмотреть на его тень, забавно выглядит. Ну да ладно. В общем-то, это, наверное, самое лучшее призываемое существо, которое есть в игре. Но давайте не будем торопиться и перейдем к нашему тир-листу. Лесное существо мне нравится тем, что оно появляется у нас на относительно малом уровне, но сохраняет свою актуальность вплоть до последних уровней. Так что это заклинание у нас точно попадает в Triple S плюс тир. Следующее заклинание, призыв малого элементаля, у нас достаточно хорошее, просто хорошее. Особенно призыв 2 ледяных духов. Что насчет призыва элементаля? Тоже достаточно хорошее заклинание, но не более. Ну а данный призыв за счет джина вытягивается также в Triple S плюс тир. Я думаю, вы со мной согласитесь, и мы перейдем к особым призывам, которые как бы похожи на призываемых существ, но имеют свои достоинства или недостатки. И начнем мы с заклинания «Призрачное оружие».
На выбор нам дается 6 типов оружия, и в зависимости от выбранного нами оружия мы получаем те или иные способности присущему данному типу оружия. Я надеюсь, вы не запутались, но тут достаточно все просто. Призываем, неплохой урон, дается заклинание на 3 уровне жрецам. Вот и все. Оружия имеют неплохие сопротивления, так что рекомендую. Переходим дальше. Следующее заклинание у нас Страж Веры. Достаточно бесполезный призыв, потому как он может стоять только на месте, ну а также, когда он атакует, все-таки решается атаковать, то он наносит еще и себе урон. Поэтому призыв полная г... Теперь на рассмотрении у нас рофла-шарик, и даже он может двигаться, в отличие от предыдущего заклинания. Он усиливается с каждой ячейкой заклинания, ну а также наносит урон огнем, естественно. Также может отключать свою огненную ауру и наносить удары противникам. Ничего не могу плохого сказать о данной способности, если хотите, призывайте. Еще один обездвиженный призыв, но он по идее не должен двигаться. Со своими обязанностями справляется, подтаскивает к себе врагов, правда не вижу в этом вообще никакого смысла. По сути просто бесполезный призыв, но почему бы и нет. Далее у нас на очереди всеми известная магическая рука. Она является очень полезным призываемым существом. Ну а если быть серьезным, то данная рука полезна на начальных уровнях вашей игры, помогает вам в исследовании мира, но не более. В бою, к сожалению, вы ее вообще не будете применять, либо очень редко. Поэтому я считаю почти бесполезный призыв, но как дополнительное существо, которое будет вам метать всякие бомбы, гранаты, прикольненько. Давайте быстренько раскидаем наши заклинания по тиру и пойдем дальше. Единственное, в чем сомневаюсь, это куда поставить пылающую сферу, но пусть будет в относительно слабых. Ну а далее мы переходим к воскрешаемым существам. И начнем с заклинания оживления мертвецов. Оно у нас улучшается на 7 уровне волшебника-некроманта. Если оно не улучшено, то мы можем призвать только скелетов и зомби. Скелеты — неплохая дальняя атака. Зомби — плохая ближняя атака. Если вы не идете в некромантию, то берите скелетов, и на этом все. Что насчет зомби, то можете тоже взять, попробовать, и можете вообще призвать одного зомби, одного скелета. Давайте перейдем к упырям. Летающие упыри. Бьют больно, особенно если цель плашмя, но имеют меньше хп, чем обычные упыри. Так что тут просто смотрите на мобильность. Нужна ли она вам? Если нужна, то вы жертвуете своими хп ради мобильности и призываете летающих упырей. Если вам мобильность не нужна, тогда призывайте обычных упырей, и у вас появляется более танковая расходная единица. Заклинание создания нежити. Вы создаете очень мощную мумию, которая вам дается вроде бы на 9 уровне волшебника-некроманта и имеет просто охренеть какой большой урон, способность мультиатаки, ну а также неплохое хп, то есть полноценная такая танковая единица. Так что это заклинание точно должно войти в ваше постоянное использование. Всем советую. Нашествие грибов — способность нашего друида в подклассе споры. Если я не ошибаюсь, то этим заклинанием можно спамить и создавать большое количество трупов. Просто я как раз большое количество трупов не нашел, но вы можете попробовать призвать целую армию с этого заклинания. Но сам призываемый зомби очень слабый и быстро умирает. Заклинания призыва, может, и хороши, но их единственный и большой недостаток в том, что, к сожалению, надо искать трупы для того, чтобы оживить этого мертвеца. Либо на самом поле боя, либо вне боя. И данная проблема, по сути, перекрывает всю эту огромную пользу. Протрубить в этот рог, чтобы призвать бешеную банду огров Дули. Сейчас бы я вам хотел показать предметы, с помощью которых вы можете призвать ваших спутников, фамильяров, без разницы, называем как хотим. Этот рог вы можете найти в заброшенной деревне гоблинов, как раз у этих 3 огров.
С этими ограми у меня очень много казусных историй. То они съедают сюжетного NPC, которого ты хотел спасти, то еще какая-нибудь беда приключается, так что это очень фановый предмет, и трубить в него стоит тогда, когда поблизости нету ваших союзников, ну или нейтральных мобов. Следующий предмет мы получаем в хижине Карги, когда побеждаем ее и забираем себе этого мужика, которого мы должны были воскресить и отдать его жене. Но, к счастью, мы его прибрали себе в карман, и теперь можем вызывать его в виде зомби, который очень слабый, и существует всего 10 ходов. Но на заклинание тратится всего одно действие, и его можно вызвать перед боем, так что классное заклинание, только очень слабое. Следующий предмет у нас это фонарь теней, который мы можем создать в лунных башнях. Этот фонарь нам добавляет способность призывать тень, которая очень мощная и имеет разные сопротивления. Наносит неплохой урон, ну а также имеет нормальное количество хп для призываемого существа из предмета. В общем-то, это прям must-have предмет, обязательно его создавайте, когда будете в лунных башнях. Еще один сюжетный предмет в виде колокольчика, который работает только в определенной локации «Вызов шар». Как вы можете видеть на экранах, он не будет вам помогать, если вы его призовете в битве против его хозяев, поэтому будем тестировать его в другом месте. Что можно сказать про этот призыв? Супер бесполезный. Просто максимально бесполезный, потому как призывается только в одной локации. Так еще и этот, вроде бы сильный моб либо все время промахивается, либо по нему вносят дофига урона, потому как у него почти нету класса брони. У него много хп, но класса брони вообще нет. Поэтому переходим далее. Ну и напоследок у нас самая известная собака из этой игры — Шкряп. Над ним сегодня было много испытаний, но наконец-то до него дошла очередь. Что о нем можно сказать? Хороший пес, но ничего больше. Я думаю, вам не стоит его призывать. Пусть он отдыхает у вас в лагере, и будет вам счастье. Сейчас мы расставляем последних существ и переходим к концовке нашего видеоролика. Можете сделать скриншот этого тир-листа, чтобы не потерять. В этот тир-лист могло попасть, но не попало элититское заклинание «Ускользающий зверь», только потому, что у меня его нет. Ну а также иллюзии, в принципе, я думаю, слабо считаются за призывных существ, хотя может быть. Спасибо всем огромное за просмотр, кто досмотрел до этого момента. Буду рад, если вам понравился этот видеоролик, и вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Переходите в другие мои соцсети и голосуйте за выход следующего видеоролика. Вы будете решать, что мне следующим снять для вас.